Hola, estoy en Cuba. Привет, и я на Кубе. Представьте себе ретро-автомобили, красочные улочки, кубинскую жизнь и бескрайний океан. Но Куба — это не только туристические открытки. Я отправляюсь в путешествие по острову, чтобы показать вам его настоящим. От суетных улочек Гаваны до затерянных деревень, где время будто остановилось. В блоге снимаются Дарья в роли загадочной спутницы, Анна в роли верной подруги, Анжелика — танцующая проводница Гаваны, Дейнерис — королева ритма, нет, не мать драконов, Феликс — кубинский голос на русском языке, Лоана — ангел гостеприимства с таинственным мужем в комплекте, Эрлис — знаток ночных опасностей, и Сергей — рассказчик и человек за камерой. Моя цель — достичь самого старого города Кубы — Баракоа. И на этом пути я увижу две части острова. Туристическую, с его волшебными курортами и бесконечными коктейлями, и настоящую, в которой живут кубинцы. Так где же заканчиваются те самые открытки и начинается настоящая Куба? Давайте и узнаем вместе. Глава 1. Гавана. Гавана — это свобода, закованная в старые машины и уличные танцы. Джек Керуак, американский писатель. Гавана обладает магией. Вы полюбите Гавану за то же, за что в другой день можете ее возненавидеть. За облезлые фасады, за запах сырости и мочи, за ритм, который гремит из окон, даже если в доме нет света, за бедность, которая не отменила страсть к жизни. Гуляя по улочкам Гаваны, можно не просто наслаждаться их устройством, а наблюдать, как они собраны будто бы из разных мозаик. Где-то кто-то сушит белье, кто-то продает, кто-то кричит, кто-то гуляет. Para mí, especial en La Habana es la gente, el movimiento. Siempre puedes ver mucha gente en la calle, caminando, hablando, los carros, los buses, bici-taxi, coche, restaurantes, malecón, mucha música. Постоянно и везде, изо всех углов доносится музыка. Это город, который дышит полной грудью, даже если ему не хватает воздуха. Он курит, поет, обнимает, смотрит в глаза, не отводя взгляда. Вы не поймете Гавану, пока она не цапнет вас за сердце грязной рукой с лакированными ногтями. И тогда все. Вас унесет в сторону кубинской реальности, где каждый день карнавал на руинах. Гавана для меня место, куда хочется мне всегда возвращаться. И когда я сюда приехала, я себя чувствовала очень счастливой. У меня сейчас мурашки пошли. Para mí, La Habana es todo. Aunque en un futuro esté en otro sitio, viviendo o trabajando, creo que aquí va a estar mi corazón, va a estar todo. Mi familia, mis amigos, mi niñez, mi comida, el calor, el baile, la música, todo de mi vida está aquí. Гавану невозможно уместить в слова. Она слишком живая, шумная и парадоксальная. Поэтому лучше один раз увидеть. Давайте пройдемся по ее районам и посмотрим, как на самом деле живет столица Кубы. Гавана Вьеха – это сердце города, пульс которого отстукивают каблуки по булыжнику и латунь дверных ручек. Здесь Гавана улыбается туристу. В ее глазах старинные площади, колониальные балконы, музеи и как бы благополучная фасадная жизнь. Первый, куда едут туристы, это, конечно, Гавана Вьеха. Район маленький, на самом деле, очень исторический, по-своему чистый. Не все улицы безопасные. Есть улицы прям очень красивые, как будто в Европе. Много ресторанов, много кафешек. Все экскурсии, да, начинаются оттуда. Вообще, конечно, потрясающие места. Чувствуешь себя Христофором Колумбом, который здесь решил построить себе дом.
Там стоят очень в дом торговли много людей. Делают то, что испанцы сделали для нас, такой закон. Если ты можешь оказаться в твои предки испанцы, то они тебе дают испанское гражданство. И если получаешь испанское гражданство, то можешь посетить 63 стран без виза, без ничего. И, например, у меня дети от меня тоже получают сразу испанское гражданство. Поэтому у нас народ, в основном корни у нас испанцы, и где-то 60-65% населения это испанцы. Поэтому такие большие очереди есть на первом этаже. Но кубинец – это не совсем испанец, это смесь, и все они имеют свои характерные черты. Кубинцы, они очень разные по внешности, это правда. Есть очень светлокожие, это обычно потомки европейцев. И есть очень темные, потомки африканцев. Есть еще смесь чуть-чуть китайцев, чуть-чуть французов. Вот вам наглядный пример из моего путешествия. Феликс и его знакомая, и оба кубинцы. Она умеет танцевать? Она умеет танцевать, да? Она, конечно, умеет танцевать. Все кубинки умеют танцевать? Все кубинки умеют танцевать очень хорошо. Не все кубинцы умеют танцевать. Впервые афро-кубинские танцы я увидел здесь. Не в Гаване-Вьеха, не на сцене, не в ресторане для туристов, а прямо на улице в центральной Гаване. Люди танцуют, поют, играют на барабанах. Это не представление, а целый ритуал. А сама центральная Гавана – это сырое, неочищенное, честное лицо города. Белье свисает с балконов, дети гоняют мяч среди обломков, из окон льется музыка. Здесь не продают сувениры, здесь живут. Шумно, бедно, порой опасно. Но именно здесь Гавана говорит: «Не люби меня за фасады, полюби за искренность». Здесь среди дыма сигар и треска колонок бьется ее настоящее сердце. Это часть афро-кубинской религиозной практики, известной как сантерия. Она возникла в 18-19 веках как синкретизм африканских верований народов йоруба и католичества. Музыка и танец – это не развлечение, а форма связи с духовным миром. Удары барабанов бата или конго призваны вызвать духов, известных как ориша. Танец – это импровизация, но он следует строгим ритуальным канонам. Ya sea el catolicismo, ya sea la santería, son por lo general los cubanos muy religiosos, muy devotos a su religión. Y creo que en momentos más difíciles para un cubano, la fe que tienen hacia un santo o hacia una deidad hace que avancen o logren soportar momentos difíciles. Cuba fue una isla colonizada por españoles, gente católica, y ellos trajeron el catolicismo aquí a Cuba. Pero también estaban los africanos que trajeron sus propias creencias y sus deidades, su religión. Y el cubano, nosotros, somos como la mezcla de las dos. O sea, para nosotros es tan importante una como otra. Y de ahí surgió el sincretismo. Sincretismo es lo que llamamos la unión de esas dos culturas, de esas religiones, de las dos maneras de vivir o idiomas o lo que sea, de ahí nació el cubano. Прежде чем перейти к другим районам, пара важных вещей, которые стоит знать каждому самостоятельному путешественнику. Бронировать жилье проще через Airbnb. Это не реклама, просто единственный рабочий способ. Учтите, что за пределами Гаваны жилье почти всегда одинаковое. Запомните, на Кубе нет номеров домов, только название улиц. Как найти? Через род. Нужно говорить. Интернет он есть, но словно из 2008-го. Сим-карта единственного оператора стоит около $20. В Гаване интернет работает сносно, за ее пределами в лучшем случае медленно, в худшем никак.
Без VPN на Кубу ехать не стоит. Однако про Uber, Google Maps и банковские приложения можно забыть. Заказать такси можно через Ланаве, а обменять валюту лучше у местных. Доллары приоритетнее. Контакты для обмена денег и ссылка на приложение в моем телеграм-канале. И да, на Кубе $1 равен 1 евро. И на разнице курсов можно даже выиграть. Готовьтесь к отключениям. Свет, вода и газ – все это на Кубе не гарантировано. Особенно вне больших городов. С собой пауэрбанк, фонарик, терпение и чувство юмора. А теперь вернемся в Гавану. Видада – это совсем другая Гавана, более просторная, зеленая, как будто город вдруг решил взять паузу и вдохнуть. Это Гавана, которая немного современнее. Мирамар – это парадный выход старой элиты. Здесь на улицах тише, воздух свежее. Это Гавана с ровной осанкой, посольства, виллы, гладкие улицы, где все будто чуть приличнее. Удивительно, насколько разной бывает Гавана. Это район Ла-Плая, и выглядит он вообще совершенно не так, как ты ожидаешь увидеть. А Ла-Плая – это продолжение той же линии, но еще ближе к морю. Тем же вечером я увидел кубинку, одну из версий Рианны. Я не удержался и решил узнать, все ли кубинки танцуют. Bueno, soy bailarina. Más o menos puedo. sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué tú bailas? ¿Qué tú bailas? Todo tipo. Me grabo bailarina, folclore, danza, ya sea todo tipo de estilo. Exacto, soy bailarina de rumba al estar. Гавана ночью не спит, она веселится и танцует. И это отличный способ рассказать вам про основные виды танцев Кубы. Начнем мы с репарта. Это уличный стиль, молодежный, дерзкий, с элементами хип-хопа, нет жесткой техники, важно чувствовать бит и раскрываться телом. Самый популярный сейчас на Кубе – это репарто. Кубинский реггетон. Там очень такие тексты, цепляющие каждого человека вот от мала до велика. На вечеринке у кубинцев будет играть, скорее всего, репарто. Si, por ejemplo, vas a una fiesta de salsa, no falta al menos una canción de reparto. Y después de reparto, la salsa, timba. Y la timba es como un poco la mezcla de esos géneros antiguos aquí en Cuba. Rumba, por ejemplo. La timba tiene de rumba, de guaguancó, tiene del son, tiene de... es como un ajiaco, donde pones un poquito de todo y sale la timba, ¿no? La letra en la timba ya deja de ser un poco más respetuosa que la salsa comercial o internacional. Сальса – это сон, румба, афро, куано, ча-ча-ча, болеро, чангуи и так далее. И вот это вот все объединили. Это такая смесь, это реально такой соус. Вот из всего, что было в холодильнике, вот все вот туда, и вот сальса. Иначе говоря, тимба – это та же сальса, только более смелая, уличная и экспрессивная форма музыкального выражения, в том числе и в лирике. Por ejemplo, la rumba nació en las calles, en los barrios humildes, en barrios marginales. Era como el momento de encuentro de la comunidad o de vecinos. Los domingos se unían y tomaban algo de ron, fumaban un puro. A veces no tenían instrumentos musicales, pero eran creados por ellos mismos. Y era la manera más humilde de divertirse y pasarla bien, porque no podían quizás pagar una fiesta en un club privado en aquel entonces. El son es un baile muy elegante. Es un baile que nació en fiestas de salón, en otra jerarquía, con personas de una clase social más elevada y por tanto las personas vestían diferente, se baila diferente, la música es más suave. Бачата. Хоть она не кубинская, на Кубе она популярна, особенно среди молодежи. Родом из Доминиканы. Романтичный, интимный парный танец, много работы корпусом, близкий контакт, повороты и волнение бедрами.
Кизомба – афроромантический танец родом из Анголы. Медленный, плотный контакт, почти как объятие. Очень чувственный танец. Ты же видел, как мы танцевали? Я танцевала с незнакомыми людьми. Я не знаю их имен. Но при этом мы невербально общаемся, и у нас есть какие-то свои обозначения, там типа пококетничать. Он такой: а смотри, какой я классный. При этом это ничего не несет дальше. Мы потанцевали, такие: спасибо, спасибо, все. А затем Анжелика решила научить меня танцевать. Y el baile cambió mi vida, me mostró disciplina, me mostró entrega, me mostró pasión, porque me sentía como otra persona cuando bailaba. Era como mi manera de expresarme, porque no era muy buena con las palabras, pero yo sentía que bailando yo podía decirle a los demás qué estaba sintiendo y disfrutar. Куба – это не только про танцы, это еще и про аромат настоящих сигар, вкус рома и дух эпохи. В Гаване есть одно место, где все это сливается в атмосферу почти театральную, немного туристическую, но все же чарующую. Крепость Эль-Морро. Я вам покажу сейчас музей сигар. Самый длинный рекордгиннес и самый длинный сигар. И здесь тоже можно купить легендарию. Легендарию – это напиток ром крутой de la base. Легендарио – один из самых известных ромов Кубы, особенно за ее пределами. Он мягкий и слегка сладковатый. Все потому, что его выдерживают в дубовых бочках и фильтруют с настоявшимся изюмом. Именно он дает тот самый теплый, узнаваемый вкус. Если брать легендарио, самый крутой для меня – это эликсир, легендарио семилетний эликсир. Он сладкий, 34 градуса, но пьется очень хорошо. Но вообще на Кубе ром пьют не так часто, как вы думаете. У нас очень жаркая страна, температура очень высокая. Летом в основном мы пьем пиво. И у нас разные пива. Кристалл, Буканеро, это самый хороший. Ром. Чтобы пить ром, в основном, как очень жарко, мы пьем ром вечером. Кубинцы не особо прям любят тяжелый алкоголь. Они не прям там пьют ром. Они, кстати, даже больше по винишку будут, чем по рому. Куба Либре, дайкири, мохито. Это появилось здесь. Мохито появился в том баре, который я вам показал, la bodeguita del medio. Это место, где родился коктейль мохито. И дайкири родился в бар Флоридита. В крепость Эль-Морро едут не только купить ром, но и увидеть легенду в деле. Хосе Кастеллар – мастер сигар, живой символ кубинского табака. Как сказал Феликс, у этого мужика 6 рекордгиннес. Да, и он сделал сигару длиной 90 метров. Она была настолько огромной, что процесс ее скрутки занял десятки часов. Для этого использовали специально подготовленные табачные листья, а сам Кастеллар работал с невероятной точностью, не разрывая структуру. Это он сделал на подарок Фиделя. Фидель 13 августа праздняет день рождения, поэтому он сделал сигар. Это самый длинный сигар в мире. И сигар все ручная работа. Все сигары – это ручная работа. Да, абсолютно все сигары на Кубе – это ручная работа. Даже подделки сделаны вручную. Настоящий лист табака и качество табака зависит от того района, где сочается сигар, качество почек дает аромат и все остальное. Подделки – это сигар или листы табака, или табак, который сочают в какой-то там огороде. Они делают, потом крутят сигар, и получается не того сорта, который написан на кольцо и так далее. А теперь, мои дорогие, пора рассказать вам про самый большой музей ретро-автомобилей в мире. На Кубе до сих пор на ходу тысячи американских автомобилей 40-х, 50-х годов. Buick, Ford, Chevrolet, Studebaker, Plymouth. Все из-за того, что после революции 1959 года и начала эмбарго ввоз автомобилей из США прекратился. До революции Куба была самым богатым островом Карибов, и американцы возили сюда лучшее, включая люксовые автомобили. Гавана в 50-х была как Лас-Вегас с сигарами.
машины здесь из Кубы из 50 до 61 года. Самые крутые. Есть еще от 18 года. С 18-го года есть? Да, есть еще. 1918. Да. А их в Гаване можно встретить тоже? Можно встретить тоже, да. И они ездят по улицам? На ходу. Многие авто перекрашены в яркие цвета. Розовый, бирюзовый, лимонно-желтый. Не потому что так было, а потому что Куба так чувствует. Эти машины стали частью туризма. Кататься по Маликону на розовом кабриолете – часть обязательной программы. И да, это не просто транспорт. Каждый такой автомобиль – семейная реликвия. Часто они передаются от отца к сыну, как наследство. У многих даже есть имена. Если вы хотите экскурсию, вот вам Феликс, он сделает ваш отпуск приятным. Хочешь сказать большое спасибо, Феликс? Очень приятно быть с вами, очень довольны и готовы всегда вам помогать, чтобы вы познакомились с нашей культурой. Показать мне настоящую Гавану помогли ребята из Cuba Travel Guide. У них в телеграм-канале можно найти экскурсии. К слову, Феликса я нашел именно там. Все без предоплаты и по адекватным ценам. Встретили, позаботились и помогли. Кстати, у Феликса есть свой ресторан. Если договоритесь, попробуйте настоящую домашнюю кубинскую кухню. Ссылка в описании к видео. Еда лучше всего дома у кубинцев. Нужно прям иметь очень хорошее знакомство с семьей, которая вкусно готовит. Когда есть возможность покушать у кубинца дома, нужно этим пользоваться. Они очень вкусно готовят платанос, они очень вкусно готовят юку. Рис с фасолью – это у них прям, правда, хлеб. Анжелика знает Кубу как свои 5 пальцев. У нее есть гайд по стране, и к тому же она учит танцевать. Ссылки в описании. Пора было выдвигаться из Гаваны. Сделать это удалось только к ночи. С арендой машины на Кубе все непросто. Все нюансы, советы и подводные камни я собрал в своем телеграм-канале. А чтобы не растягивать видео, там уже есть ответы на большинство ваших вопросов. И я всегда на связи, если захотите спросить что-то лично. А теперь взглянем на карту. Как и говорил, цель добраться до самого старого города Кубы – Баракоа. Вот он на карте. Дорога длинная, местами непростая. Первой остановкой на этом пути стала Санта-Клара, город, который сразу поразил своей атмосферой, совсем не похожей на Гавану. Санта-Клара gusta. Санта-Клара es una ciudad muy tranquila. Глава 2. Санта-Клара. Твоя сильная и славная рука творит историю, и вся Санта-Клара поднимается, чтобы приветствовать тебя. Карлос Пуэбла, кубинский композитор. Poco turística. O sea, nosotros que trabajamos con turismo, el turismo es de paso, de 1 o 2 noches. Vienen al mausoleo de Che Guevara, vienen a la toma del tren blindado, que es otro museo. Санта-Клара считается городом Че Гевары. Здесь он перехватил бронепоезд с солдатами, окончательно сломив режим. А при виде туриста местные даже пытаются рассказать об этом. Прямо, el Che Guevara. Gracias. Че Гевара? Che Guevara, право. 1 kilómetro. Y vienen al parque a conocer el teatro, el cine, el Mejunje, que es un lugar muy cultural aquí. Muy cultural, de forma La ciudad de Santa Clara es muy cultural, le hace mucha actividad. Я себя здесь чувствую спокойно. В Гаване ты идешь, у тебя ощущение, что вот-вот что-то да случится. La más peligrosa para nosotros es La Habana. La capital es donde más afluencia de personas, donde más inmigrantes hay y por eso se vuelve peligrosa. Súmala a eso la situación del país, que ahora es bien incómoda, bien difícil, más se acrecenta el peligro. Han venido mucha gente de otras provincias o regiones de Cuba a vivir en La Habana. Entonces hay mucha gente en La Habana, many people, y hay mucho movimiento. Muchos piensan en emprender un negocio, comenzar una nueva vida aquí. ¿Por qué? Porque hay más vida, hay más turismo. El turismo da vida a Cuba.
es uno de lo más importante para Cuba. В Санта-Кларе гулять максимально приятно, что удивительно. Нет этого чувства, что сейчас опять тебе будут подходить и спрашивать там денег, сейчас мы тебя там обворуем, обкрадем. Нет такого. Спокойно погуляй, это приятно. Gracias por todo. Placer. Bien. Espero que terminen bien aquí en Cuba, que todo les salga bien. ¿Ok? Sí. Это тихий, милый город. Чувствуешь себя реально как дома. О, да, он домашний. Он очень домашний. А да. вы почувствовали реально тепло от хозяев? Да, и хозяйка очень милая, и муж очень готовый помочь во всем. Вот здесь сразу видно, что люди и попроще, и подобрее. А Санта-Клара на меня произвела такое впечатление, что не чувствуешь себя как дома. Здесь чувствуешь. Здесь что-то люди чинят, что-то занимаются своими делами, и меня это прикалывает. А там, как-то не случилось вот этой химии. Это лишний раз доказывает. Все, что вы видите и слышите здесь, мои личные ощущения. Субъективные, как и любое путешествие глазами другого путешественника. Вообще даже ехать, вот здесь, например, приятная дорога. Вот вдоль полей с сахарным тростником. Куба вообще достаточно приятная. Ты вот видишь реально латиноамериканскую вот эту жизнь, и она такая колоритная. Она притягивает внимание. Я помню те пустые дороги, маленькие селения, городки, которые были на нашем пути. Помню эмоции людей, когда встречали нас. Это те чувства, ради которых стоит путешествовать. Это те мгновения, которые дают тебе ощущение свободы. Глава 3. Сьенфуэгас. Город, который мне нравится больше всех. Бенни Море, кубинский певец. Сьенфуэгас не похож на остальные кубинские города. Его называют «жемчужиной юга» за элегантность и утонченную архитектуру. Построенный французами, он до сих пор дышит европейским шармом, с широкими проспектами, колоннадами и духом Старого Света посреди тропиков. Плюс-минус так пишут в интернете. Да, город немногим отличается от других кубинских городов, но в целом какой-то особой разницы вы не заметите. Что Сьенфуэгас, что Санта-Клара, что я практически уверена, Тринидад, они вот плюс-минус одинаковые. Если в Сьенфуэгасе и есть место, ради которого сюда стоит заглянуть, это Паласио де Вайе. Архитектурная фантазия на тему Востока, сочетающая мавританские арки, готику и венецианские балконы. Построен как частная резиденция, но выглядит так, будто здесь жила принцесса из сказки «Тысячи и одной ночи». Для Кубы это абсолютный артефакт. Встречать подобную архитектуру здесь – это все равно, что найти ананасовую плантацию в Сибири. И вот, сидя на террасе дворца, под звон Куба Либре и пинаколады, мы провожали солнце. И за такие моменты мы и любим путешествия.
Однако, прежде чем продолжить путь, нужно было решить одну важную проблему. Мы не можем заправляться на всех заправках, мы можем заправляться только на определенных. Но даже будучи здесь, оплатить за бензин — это что-то невероятно сложном. У нас была нужная кубинская топливная карта, но все равно возникли какие-то сложности. То система не работает, то терминал завис. И в какой-то момент мы поняли, что вполне можем остаться с пустым баком. Здесь местные могут мешать бензин, поэтому надо уточнять, где и на каких заправках точно можно заправляться. Все это делало путешествие немного напряженным. Но, к счастью, в какой-то момент все заработало. Мы залили бензин в бак и даже в канистры. Лучше с собой брать канистры с бензином, точнее пустые канистры, заправить на заправках недалеко от Гаваны, то есть в каких-то туристических местах, потому что дальше этих заправок может не быть, и тогда ты останешься без бензина. Теперь мы были готовы к завтрашнему дню. Впереди нас ждал путь к одной из самых живописных природных достопримечательностей Кубы – водопаду Эль-Ничо. Местные кубинцы платят в песо, а иностранцы платят либо в долларах, либо в евро. Это правильно, иностранцев приезжает сюда больше, пускай они оплачивают это в какой-то валюте. Все эти деньги они спускают на обустройство, на сохранение парка Эль-Ничо. Кубинцев явно здесь мало, и поэтому, раз уж приехали, то слава богу, и платят они условные там 240 песо. 240 песо — это меньше $1. Меньше доллара. А мы заплатили 10. Ну да, мы 10 долларов. Однако я ни разу не пожалел, что заплатил такую сумму, так как место стоит того. Совет: приезжайте рано утром. Чем позже вы приедете, тем больше туристов окажется у водопада. И вместо уединения с природой вас будет ждать очередь за красивым кадром. А вот если успеете к первым лучам солнца, купание в тишине, в прозрачной воде посреди джунглей останется в памяти как сцена из фильма. Ты будешь купаться? Сегодня нет. Но вообще хочется, да? Хочется, очень. Я думаю, что я искупаюсь. Хорошо. Стой! Левее! Аккуратно! Прямо колеса! Прямо, прямо, прямо. Звук был, конечно, страшный. Там такое ощущение, что внутри так... Что-то было неприятнее. Buenos días.
Если путь от Сьенфуэгоса до водопада еще можно было назвать комфортным, то дальше, до Тринидада, дорога превратилась в настоящее испытание. Хоть на кадрах этого и не видно, но для нашей маленькой машинки это был настоящий тест на прочность. Как тебе Тринидад? Достаточно красивое место, вокруг горы. Так как я люблю природу больше, чем сами города, то это красиво. Но есть нюансы. Отключение света, связи нет, ничего нет. Но нам повезло, у нас было хорошее место размещения, где была горячая вода, и это прекрасно. Хозяйка сказала, что с электричеством, в принципе, у них все очень дефицит, все очень сложно. Его дают с перебоями постоянно, и она вообще, в принципе, говорит, что сейчас все очень сложно на Кубе, но она не распространяется, то есть ведет себя максимально политкорректно. Conserva las calles hechas por los esclavos de piedra. La construcción arquitectónica muy bonita de condes, de rey y cosas de esas, están en perfecto estado, se conserva y llama mucho la atención al turista. Город правда красивый, но из-за большого количества попрошаек я ничего не имею против попрошаек, но вы должны все понять вообще по лесу, просто это выматывает, это очень сильно выматывает. Trinidad es turística. Al ser turística, existe todo tipo de personas. Está la persona, el asediante, se dice en Cuba, es tipo el jinetero detrás de los turistas pidiendo dinero. Есть люди, которые, несмотря на то, что на Кубе не хватает рабочей силы, они не хотят работать, думают, что легко зарабатывать деньги в таком форме. Y también hay muchas personas que están acostumbrados aquí en Cuba, que le den todo, todo, todo. Por ejemplo, aquí tenemos una tienda para personas que tengan discapacidad, que hijos con problemas. Ahí te venden cama, te venden ropa, sábanas, material de construcción para que pongas el techo de la casa. Saliendo de la tienda lo están vendiendo todo. Lo vuelven a hacer y lo vuelven a vender. No agradecen nada, quieren que todo se lo den en la vida. Mujeres que se ponen a parir niños, a tener niños 4 o 5 para que le den y para que le den, porque no hacen nada. Entonces dicen, no los atienden, no es que no lo atiendan, es que es muy difícil. И здесь есть гостеприимные люди, которые своим трудом зарабатывают деньги. И действительно искренне помогут, тебя не бросят, тебя опекают. И вот это чувство смешивается с чувством небезопасности, постоянных приставаний, постоянно «дай доллар». И вот этих вот трущоб, оно дает обманчивое представление о Кубе. Вероятно. Мы продолжили путь вглубь острова, навстречу Камагуэю. Дорога была долгой, и это стало отличным моментом, чтобы поговорить о том, как устроено движение на Кубе. Знаки есть, но их не видно. Да, при этом они настолько маленькие. Да. И солнце, когда светит, у них нету против лучей солнца, чтобы ты видел. Еще они могут включать только красный. То есть зачем тратить электричество на зеленый сигнал, если нету сигнала, ты просто едешь. Если красный, значит стой. И ты выезжаешь на перекресток и тупо не понимаешь, это вообще сейчас что мне делать? Ой, смотри. Аккуратнее. Извиняюсь, да. Вот это ты, конечно, ждала. Ах, я испугался. Вот тут искренне горит красный. Мы стоим
на перекрестке никого нет, но кто проезжает, они проезжают на красный, и мы не понимаем, что делать-то. Тут, может, светофор просто тупо не работает? Ты решил рискнуть? Скорее всего, вы, как и я, раньше слышали о Кубе только в контексте Гаваны или Вородеро. Камагуэй? Нет, не на слуху. Я был уверен, что снова испытаю то знакомое чувство тревоги при въезде в незнакомый город. Где безопасно, где нет, где спрятать камеру и телефон. Я готовился к худшему. Но подождите. Сейчас вы увидите Кубу, которую редко показывают. Ту самую, настоящую, теплую, душевную. И начнем мы с небольшой прелюдии. Города Санкти-Спиритус. Он мягко ведет вас в то, что ждет впереди. Санкт-Спиритус оказался очень приятным городком. И мне кажется, что вот именно так должна выглядеть Гавана. Здесь чистые улицы, нормальные дома не разрушенные. Похоже на какой-то такой курортный городок, хотя, по сути, здесь до моря далеко. Санкти-Спиритус и Камагуэй давно остаются в тени туристических маршрутов. Причины банальны. Нет пляжей, слабая инфраструктура. И когда Куба только открылась для туризма, эти города просто будто забыли продвигать. И знаете, в этом их сила. Они не продают образ Кубы, потому что это и есть Куба. Настоящая, живая, не разрекламированная. И под вечер с этим чувством предвкушения мы въехали в Камагуэй, где нас ждало, нечто совершенно особенное. Глава 4. Камагуэй. Туризм здесь еще не развит, но если американо-кубинский рынок откроется, Камагуэй может стать жемчужиной истории. Ларри Люкснер, журналист. Камагуэй, в общем, оставляет максимально приятное впечатление, даже неожиданно приятное. Все такие страстные, все такие классные, все танцуют. Но кубинцы точно страстные. Они не боятся своих чувств. Они прям, если он разозлился, значит, все, значит, это надо показать. Если девушке нравятся твои туфли, она об этом скажет. Aquí usamos mucho piropos, en otros países no. Es un poco como asediar a la persona, pero aquí en Cuba es muy natural. Todos los chicos dicen cosas a las chicas.
qué guapa, qué bien luce tu cabello, me encanta tu look. No importa que no te conozcan, no importa. Y las chicas también usan piropos. Здесь можно абсолютно не думать о том, как ты выглядишь. Тебя воспринимают такой, какая ты есть, и ты в целом от природы красивая для кубинцев. Para el cubano, a veces, o la mayoría de las veces, no es tan importante el físico, el color de tus ojos o el pelo, no. El cubano conecta o considera a alguien atractivo o sexy cuando lo escucha hablar, cómo se proyecta, si le gusta bailar, si es amigable, si te hace reír. Танцы звучали не с одной площади, они лились по всему городу. Живая музыка разносилась по улицам, люди танцевали, смеялись, просто жили. Кто-то называет Гавану сердцем Кубы, кто-то Сантьяго. Но теперь я могу сказать без колебаний, сердце Кубы для меня – Камагуэй. Город, который не просто удивил, а по-настоящему покорил. Я, кстати, теперь понял, почему, наверное, у всех кубинцев осипший голос. Потому что среди этой музыки каждый день, если ты... Да, потому что очень громко. Ты пытаешься переключать всю музыку, которая вокруг тебя просто вот этими тысячами звуков. Кубинцы, правда, очень любят музыку. Я думаю, что это прям особенность их менталитета, потому что они с детства слышат эти ритмы. Вот для них это как дышать. Музыка – это для них вот прям воздух, потому что они не могут без музыки, это правда. Я сама уже не могу без музыки здесь. То есть я когда в тихом месте, я такая, ну в смысле, ну где? Мне надо что-то играющее. La característica del cubano es esa, es bailador. Al cubano le gusta bailar, le gusta la música. Es fundamental para el cubano. Почему кубинские певцы и исполнители песен, они очень ценятся, они вкладывают в это душу, и это всегда считывается, даже когда ты не понимаешь язык. Ir a un lugar donde yo pueda escuchar el cantante, sentir la música en mi piel, dentro, ¿no? Los instrumentos, la energía, conectar con el artista, eso me encanta. Камагуэй прекрасен и днем. Ночь здесь ничего не скрывает. Город остается таким же живым и открытым. Здесь по-настоящему спокойно, улицы безопасны, есть зеленые скверы, даже небольшой зоопарк. Но главное – это люди. Теплые, душевные, искренние. Очень классные люди. Все друг друга реально знают, все друг с другом общаются. Если ты увидел соседа, ты не можешь ему просто сказать «Ола». Нет, ты должен подойти и спросить, как дела, как у тебя семья, как дети, как мама с папой, как у тебя брат, сестра, как работа. Но они для них правда важны. То есть для них это такой маркер, что ты интересуешься их жизнью. Es muy común, incluso entre vecinos. Si vives en el mismo edificio, debes conocer a todos tus vecinos. Y si necesitas ayuda, ellos siempre van a ayudar. Un poco de agua, un poco de azúcar o una pastilla, un medicamento, siempre van a brindar tu ayuda. Incluso con desconocidos. A veces estás en la calle caminando, sucedió algo malo para ti y sabes que alguien puede ayudar. Alguien se acerca, puede brindarte ayuda y eso. Para que conozcan al cubano, el cubano es muy amable, muy simpático, le gusta ayudar a todo el mundo. Когда я плохо говорила,
по-испански, они все равно, они тебе будут вот так вот показывать, писать что-то, звонить, спрашивать у других. Они прям максимально включены в это. Llegan al hostal, por ejemplo, le ofertamos, tratamos de conversar, pero no quieren comunicación. Nosotros no, nosotros sí queremos comunicarnos, queremos conocer. Y eso es lo que más nos cuesta a los cubanos con los turistas. ¿Por qué? Porque ustedes no hablan mucho. Hablan poco y no son muy cariñosos. Y a veces podemos encontrar a alguien físicamente atractivo, pero no logro conectar. ¿Por qué? Porque el chico habla poco, no sonríe o quizás mira al otro lado, quiero hablarle y no me mira a los ojos, necesito que me mire a los ojos. Y entonces eso hace más difícil conectar con turistas. Entre cubanos es muy fácil, muy rápido. Я с наслаждением гулял по Камагуэю, с интересом разглядывал его улицы, впитывал атмосферу и наблюдал, как живут, общаются и отдыхают местные. Дальше наш путь лежал в Сантьяго, второй по величине город Кубы. Честно говоря, накопилась усталость, хотелось просто передышки, тишины, расслабления. Но словно почувствовав это, город решил сыграть по-своему и сразу подкинул нам новых испытаний. Сантьяго де Куба — это нечто, потому что действительно страшно выйти в город. Santiago no me gusta. En sí, en Santiago de Cuba en estos momentos se está viviendo un problema con el alimento y con el salario de las personas. Не найти поесть, а есть хочется жутко. No pude comer bien los 2 días que estuve. Los cortes de electricidad por largas horas. Это самая отвратная в мире пицца со вкусом бомжа. Воняет как от, простите меня, вот не самого спелого бомжа. Вот он уже промариновался на солнышке, и вот, знаете, вот пованивает, и вот примерно так пахнет пицца. Que no le están pagando bien a las personas y en sí no pueden conseguir el alimento necesario para ellos y para su familia. И, вероятно, для них вот эта самая пицца — это, возможно, последняя там еда для кого-то. Y tienden a robar para conseguir dinero rápido y fácil. Por eso es que no se le aconseja a las personas salir de noche. En el centro de la ciudad sí pueden salir. Lo que no se pueden meter no pueden ir a los lugares apartados, oscuros, menos cuando no hay corriente, no se les aconseja salir, porque verdaderamente es demasiado peligroso. Они в основном отнимают, да. Не убьют. Надеюсь, что Сантьяго де Куба порадует при свете солнечных лучей. Глава 5. Сантьяго де Куба. В 1553 году Сантьяго де Куба был захвачен и разграблен французами. За ними последовали англичане под предводительством сэра Кристофера Минкса в 1662-1663 годах. Для британцев он был адмиралом, но для испанцев — пиратом, когда прорвался через мощную испанскую оборону, чтобы разграбить и опустошить город. Капитан Хэнк Бракер. Захватывающая история Кубы. Сантьяго может порадовать крепостью Сан-Педро-де-ля-Рока, построенной в 17 веке для защиты от пиратов. И не от вымышленных Джеков-воробьев, а от самых настоящих морских хищников своего времени. Генри Морган, знаменитый английский капер, грабивший испанские колонии от Панамы до Кубы. Франсуа Алане, безжалостный французский пират, наводивший ужас на Карибы. Пьет Хайн, голландец, прославившийся тем, что захватил целый испанский серебряный флот.
Алехандро Селкирк, шотландский моряк, чья история легла в основу Робинзона Круза, тоже ходил по этим водам. Эти люди – это не сказка. Они жгли города, выносили из них золото, сеяли страх и однажды добрались и до этих стен. Мы встретили 7 сотрудников музея, то есть вот этого замка, которые поддерживают порядок. И на весь замок только мы вдвоем здесь ходим. Представляете, весь замок принадлежит нам. Крепость, построенная на скале, многоуровневое сооружение с бастионами, казематами, часовнями и подземными ходами. Это один из лучших образцов испанской военной инженерии в новом свете. Но главное – это история. История борьбы, тревоги, храбрости, сражений под черным флагом и надвигающихся парусов. А бонусом к этой крепости идет рядом расположенный уютный пляж. Это одно из немногих мест на Кубе, где можно искупаться в Карибском море. Координаты всех мест вы найдете в телеграм-канале. Me recuerden a ti. Tengo mucho ganas de besarte. No sé cómo siento juntos y aparte. Borrachos, lindas vibras y vermut en la calle. Pero no está aquí. Otro. Вкусный ром? Faltas tú. Глава 6. Баракоа. Никогда прежде я не видел ничего столь прекрасного. Река была окружена деревьями, густыми, зелеными и отличными от наших, с цветами и плодами. Много птиц и маленьких птичек, которые пели очень нежно. Там было великое множество пальм, не похожих на гвинейские или на наши, среднего роста, без характерной рубашки, с очень большими листьями, которыми местные укрывают свои дома. Земля была абсолютно ровная. Из дневника Христофора Колумба. Баракоа – это первая столица Кубы, самый древний город страны, основанный в 1511 году. Город спрятан между горами и океаном на самом востоке острова. И в этом его прелесть. Он совсем не похож на остальную Кубу. Здесь встречаются Атлантический океан и тропический лес. Старинная архитектура Баракоа для тех, кто хочет увидеть нетронутую Кубу. К тому же из каждой точки Баракоа можно увидеть гору Эль-Юнке. El yunque, we call it yunque, is an instrument, iron instrument. The people use for make the shoes at the heart. Understand? The hearts. Вокруг Баракоа разбросаны рыбацкие деревушки, до которых можно добраться только по воде. Именно здесь, среди этих зарослей, в 1492 году Колумб впервые высадился на Кубу и был поражен пейзажами, которые казались ему земным раем. То самое чувство, когда ты плывешь, но не понимаешь и не знаешь, куда ты плывешь. Эти места до сих пор хранят ощущение первооткрытия. Ты идешь по тропинке в джунглях, слышишь крики птиц, шорох листьев, и в какой-то момент выходишь к диким пляжам. И только здесь, в окрестностях Баракоа, встречаются уникальные эндемики. Например, миниатюрные улитки, каждая раковинка которых как маленькое произведение искусства. Мы уже где-то час идем с мистером зоологом, который рассказывает нам про каждую птичку, каждую ящерку. Это на самом деле очень интересно, но когда ты больше часа проползаешь по джунглям, то надеешься, что финиш будет интересным и стоящим того. Ой, прям коза на пути. Так вот, финиш маршрута действительно стоил того. Затопленная пещера с кристально чистой водой.
Это, мне кажется, лучшее, что могло случиться за сегодня для меня, лично для меня. Поэтому мне все нравится. Все это не просто декорации. Это Куба, которую видел Колумб. Куба, которая почти не изменилась за 500 лет. Дадим детям шоколадки. Disculpa! Chocolate. Gracias. По-моему, все-таки Даша придет эти держать. Даш, подержи-ка эту. Ай, фу, прям на руки. Все еще течет на руки. Настало время поговорить о тех местах, ради которых тысячи туристов прилетают на Кубу. Речь, конечно же, об островах Кая и курорте Вородера. Из Баракуа первые на пути были острова Кая. Мы выбрали остров Кая-Гильермо, хотя, по сути, все острова в этой цепочке похожи между собой. Конечно, после такого путешествия отель типа «Все включено» заходит на ура. Однако после нескольких часов пребывания я стал задаваться вопросами. Неужели люди летят 14 часов, чтобы постоять просто в прозрачной воде и платят просто бешеные какие-то деньги за вот эти все отели? Начнем с того, что отель далеко не самый дорогой обошелся нам в 25 тысяч рублей в сутки. На эти деньги можно накормить полострова Свободы. Ирония в том, что тратить внутри отеля на еду не нужно. Завтрак, обед и ужин подаются с избытком. Туристы, дорвавшись до бесплатного, накладывают горы еды, из которых половина так и остается нетронутой и выбрасывается. После того, как видел голодающую страну, подобная картина просто не укладывается в моей голове. Перейдем к пляжам. И вот пляжи действительно красивые. Песок мягкий, вода прозрачная, цвета аквамарина. Это не отнять. Природа постаралась. Но если говорить честно, глубина почти детская. Редко где можно зайти глубже, чем по грудь. Так что, скорее всего, вы будете просто плескаться на мелководье. Нормальная вода. Смотрите, как тут глубоко. Так, посмотрели на красоту? А вообще, это Плая Пилар. Пляж, который регулярно входит в списки лучших в Карибском регионе. И под романтичную музыку выглядит все красиво. Но вы серьезно готовы добираться до Кубы сутки, чтобы оказаться в отеле, которых полно в Турции, Египте или Тунисе, только ближе, удобнее и дешевле? И постоять в прозрачной воде? А ведь самолеты летают туда несколькими рейсами каждый день, и многие летают с детьми. Я негодовал. Тебе нравится, Сереж? Везде есть пляжи. Есть пляжи поближе к России.
Есть красивые города. Понятное дело, что в Испанию сейчас тяжело съездить, там не увидеть этого. Но на Кубу стоит ехать, чтобы увидеть людей. Вородера – история та же, но чуть в большем масштабе. Это уже не просто отель на отдаленном острове, а полноценный туристический город. Здесь есть все – рестораны, кафе, стабильное электричество, еда и сервис. И, конечно, толпы туристов. А вместе с ними типичные развлечения, вроде поездок на каретах с лошадьми или на ретро-автомобилях. Как точно подметила Даша… Любой каприз за наши бабки. Наши бабки 13200. Последние дни на Кубе мы провели именно в таких туристических локациях. И поверьте, мне было что сказать. Мысли в голове не укладываются о том, что буквально там реально в 3 километрах отсюда люди голодают, у них нет электричества, у них нет работы, нет света. А здесь, пожалуйста, доллары рекой льются. И проблема-то в том, что мы путешествовали по всей Кубе, и у нас кубинское песо, которое, оказывается, на Вородеро не особо-то принимают. И чтобы его приняли, нужно поискать место. Среднестатистический турист, прилетая на Кубу, он видит яркие, пышные танцы, много людей, везде еда. Его аккуратненько отвезут в Гавану на экскурсию, что вероятно. Возможно, если этот турист захочет увидеть что-то большее, его также аккуратненько отвезут в Сьенфуэгос, Тринидад и на водопад Эль-Ничо. И все. Как бы настоящую жизнь Кубы он не увидит. И, скорее всего, улетая и покидая ее, он даже не будет представлять о том, что здесь вот происходит именно такое. Хотя зачем ему это знать, если люди сюда едут за all-inclusive, за морем и солнцем? Пришло время подвести итог. Мы проехали весь остров, чтобы показать, как он живет и чем дышит. Почувствовали на себе кубинское гостеприимство, услышали афро-кубинский фольклор, увидели танцы и прикоснулись к культуре Сантерии. Гуляли по нетуристическим улочкам Гаваны, почувствовали душевное тепло Санта-Клары, провожали солнце в Сьенфуэгасе. Посмотрели на Тринидад глазами местных, неожиданно влюбились в Санти-Спиритус и Камагуэй, а в Сантьяго-де-Куба погрузились в атмосферу пиратских легенд. И, наконец, мы добрались до самого старого города страны – Баракоа, где началась история Кубы. Cuba se habla lo peor en otros países y no están así. La economía es bien baja, pero nosotros los cubanos tenemos mucho amor para dar a todo tipo de turistas que venga a conocer sobre nuestras culturas. Siempre le dedicamos su tiempo. La vida es más que eso, es hablar, es mirar a los ojos, es escuchar una linda canción, bailar con un desconocido y sentirte bien, a gusto. Estar en un país donde no conoces a nadie, pero tienes la sensación de que conoces a todo el mundo. Я лично ехала сюда за культурой, за тем, чтобы познакомиться вот с этой самобытностью некоторой. Потому что мне очень близок вот этот менталитет. Вроде нет ничего у человека. Точнее, по нашим меркам, стабильной работы, большой зарплаты какой-то. А человек все равно ухитряется найти такие изящные варианты, как решить его повседневные проблемы, что это просто, это настоящее искусство. Кубинцы, мне кажется, они умеют делать целое искусство из того, чтобы жить. Хотя они этого даже не осознают. Hay que conocer Cuba al cubano. Conocer al cubano. Eso. No ir a un hotel. Ir a la calle, caminar las calles de Cuba y hablar con los cubanos y vivir los momentos cotidianos simples de un cubano. No venir a Cuba para visitar un hotel y lugares históricos.
Eso no es conocer Cuba. No es la verdadera Cuba. Если вы не интересуетесь кубинской культурой, архитектурой, историей, то, в принципе, лететь вот прям на курорт, я не думаю, что стоит. Куба — это взрослая страна. Исследовать и узнавать ее — непростая задача. И если вы все же решитесь, вы обязательно будете вознаграждены. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Также буду рад услышать ваши истории, либо ваше мнение о видео в комментариях. Путешествуйте чаще.